In this session, I just want to give you a general introduction to war trauma. В этой сессии я бы хотел просто такое короткое введение в военную травму, вызванную войной, проделать. And also to tell you how we're going to be conducting this particular conference. И немного рассказать о том, как будет происходить эта конференция, как мы ее проведем. You know, the Bible talks a lot about war-related trauma. Библия много говорит о травмах, вызванных войной. In Proverbs 18:14, it says that a healthy spirit conquers adversity, but what can you do when the spirit is crushed? В притче 18:14 есть такие слова, у меня здесь в украинском переводе, я сейчас прочитаю. «Дух дійсного мужа виносить терпіння своє, а духа прибитого хто піднесе». The first part of this verse describes a good soldier or a spiritually healthy Christian. Первая часть этого стиха описывает такого, знаете, хорошего воина, настоящего здорового духом христианина. When our spirits are strong, we feel like we can conquer anything. Потому что когда наш дух силен, нам кажется, что мы можем покорить все. But sometimes circumstances can come along that end up being more than we are able to stand. Но иногда возникают обстоятельства, и эти обстоятельства настолько против нас, что мы не можем ничего сделать. Нам кажется, что мы не можем вынести их. They're more than we are capable of enduring. Кажется, что это выше наших сил. They're more than we were designed to bear. Или что мы даже не созданы выносить такие обстоятельства, такие трудности. And then because of these circumstances, our spirits get crushed. И поэтому, именно по этой причине, по причине этих обстоятельств, дух наш иногда, знаете, испытывает такую подавленность. And this affects us in so many ways. И это влияет на нас с самых разных сторон. It hurts us physically, psychologically, and spiritually. С физической стороны, психологической и духовной. What can we do about this? Но что мы можем сделать? The Bible tells us what we can do. И Библия говорит нам, что мы могли бы сделать в этой ситуации. And you read about it in Psalms 34:18. Псалом 34, 18 или 19, я опять прочитаю в украинском переводе. Господь славоносердним близький, і вкоренених духом спасає. Господь близький до розбитих серцем і рятує розчавлених духом. Це ще один переклад. You see, the Lord is the one who can help somebody uncrush their spirit. То есть Господь это тот, кто может исцелить, кто может восстановить разбитый дух человека. Many people think that they can uncrush their spirits through things like drugs and alcohol. Некоторым кажется, что они могут обновить свой дух посредством всевозможных внешних каких-то вещей, атрибутов. Они используют наркотики или начинают злоупотреблять алкоголем. Or maybe by pretending that it just didn't happen. Или они начинают притворяться и думать, что на самом деле ничего плохого не произошло. Я достаточно сильный, чтобы все это вынести. Or they might try to distract themselves with things like work or sex or eating or play. Или они пытаются отвлечься на что-то постороннее. Кто-то фокусируется на работе, кто-то начинает увлекаться более нездоровыми вещами, сексом, какими-то играми, едой, чрезмерным, естественно, потреблением, поглощением. The worst idea of all, committing suicide, taking their own life. Некоторые не находят ничего лучшего, как совершить самоубийство и завершить жизнь здесь на земле таким образом. Now, psychological counseling can help. Конечно, психологическая консультация может быть полезной. Support groups can help. Группы поддержки также могут принести какую-то пользу. Things like biofeedback or EMDR. Такие методы, как биологическая обратная связь. Or cognitive behavioral therapy. Или специальная травматерапия таким с комплексным методом психотерапии. These all can provide a good environment for the possibility
of someone getting better. Все это может создать предпосылки, может создать такую атмосферу, в которой человек может начать выздоравливать, может идти по пути выздоровления. But ultimately, the only way a person can heal from trauma is from the direct action of the Spirit of God on that person's spirit for the purpose of healing. Но в конечном итоге единственный и самый верный способ избавиться от травмы, выйти из нее, это прямое воздействие Духа Святого на сердце человека, на его душу, на его психику. God himself said in Exodus 15, I, the Lord, am your healer. В книге Исход, в 15 главе, Христос, Бог называет себя лекарем, называет себя целителем народа. Study after study that has been done by both Christians and non-Christians show that when psychological therapy includes God in the process, people heal more completely and quicker. Было проведено много исследований, и эти исследования практически все показывают, что если в любой метод психотерапии включить воздействие Духа Святого, включить влияние Бога, вертикальная связь с Богом, то процесс исцеления будет идти намного быстрее. But if God is not included, they find that a person heals more slowly and incompletely. Но если вот эта вот божественная сторона, она находится за кадром, тогда процесс исцеления проходит намного медленнее. That's what this conference is all about. Именно этому посвящена эта конференция. We're not setting aside the medical issues or the psychological issues that can help. То есть мы сейчас не убираем как в сторону те медицинские или психологические моменты, которые могут быть полезны. But we want to make sure that third component is there, the spiritual component. Но мы хотим включить обязательно третий духовный компонент в нашу терапию. Это духовный компонент. We want to help people to connect with God. Мы хотим, чтобы у людей была связь с Богом. So that they can give Him optimal access to their body, soul, and spirit for the purpose of healing. Чтобы люди дали максимальный доступ Духу Святому для исцеления, чтобы Дух Святой проник в души людей и начал свою работу, свою исцеляющую работу. And we also want to help you, as ministers of God, to be able to help others in their healing. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы, как служители Божьи, были полезны на этой ниве, были полезны другим. And we need to, first of all, define terms. Но сначала надо определиться с терминами. When we use the word healing, what do we mean? Когда мы говорим, используем слово «исцеление», что мы имеем в виду? When a person experiences a traumatic event, they begin to show symptoms which we would call post-traumatic stress. Когда человек испытывает какое-то травматическое событие в своей жизни, он начинает развивать симптомы, которые мы называем посттравматическим стрессом. Here are some of those symptoms. Итак, некоторые из этих симптомов вы видите. Like fear, uncontrollable anger, depression. То есть вы видите страх, неконтролированный гнев, депрессия. And sometimes people like to take pictures of the messages, and so once the slide is complete, I'll give you a chance to take a picture of the whole slide. Я знаю, что некоторые из вас хотите сфотографировать слайд, но дождитесь конца слайда. Вот мы дойдем до конца, и потом фотографируйте, потому что вам придется несколько раз тогда делать фотографию. Another symptom is hypervigilance. Гипернастороженность. They're always nervous and on guard that something is going to happen. Somebody's going to try to kill them right here, right now. Все время человек находится в состоянии такого нервного напряжения, в ожидании каких-то предстоящих бедствий, что что-то с ним произойдет здесь и сейчас. Sometimes there are great problems with sleep. Иногда большие проблемы со сном. Sometimes flashbacks or reliving the trauma. Иногда флешбеки, либо повторное переживание травмы. So this slide is full if you want. Если хотите сфотографировать, сейчас это можно сделать, потому что дальше пойдет следующий слайд.
Another symptom is suicidal thoughts. Суицидальные мысли – еще один из симптомов. Or also homicidal thoughts, thoughts of killing other people. Или мысли о том, чтобы убить кого-то другого. Sometimes also a loss of emotion. Иногда это потеря эмоций, эмоциональная потеря. They can't get real happy or they can't get real sad. То есть люди не могут испытывать радость, либо грусть, тоску, то есть никакие такие серединные эмоции. And this often gives them an inability to have good relationships. И по причине всего этого они не способны иметь здоровые отношения с людьми. This slide is complete. Можете еще раз сфотографировать, если... Also, a symptom of self-isolation. Еще один из симптомов – самоизоляция. They don't want to be around other people for many different reasons. Люди не хотят находиться в компании других людей по разным причинам. They may be afraid that somebody is going to hurt them. Они, может быть, боятся, что кто-то сделает им больно. Or they may be ashamed of how they are acting these days because of their post-traumatic stress. Или, может быть, по причине вот этого посттравматического стресса они боятся, что их поведение будет превратно понято, и они стесняются, стыдятся быть в компании других людей. They don't want anybody to think that they are weak or have a problem. Или же они не хотят думать, не хотят, чтобы другие думали о них как о людях слабых, людях уже сломанных, с проблемами. A fear of being in crowds. Иногда это страх быть в толпе, находиться будто в натовпе, как здесь. Again, because they're not sure that somebody in this crowd may want to try to kill them. Почему? Потому что они не уверены, что кто-то в этой толпе не встанет и не нанесет им какой-то удар, да, что-то такое сделает, что сделает им какую-то травму. This also makes them very reluctant to want to drive anywhere where there's traffic. Поэтому люди, если у них есть автомобиль, они могут водить, они не хотят садиться за руль своей машины, потому что они не хотят находиться среди других автомобилистов, где есть много машин. Or it could be risky behavior, taking a risk. Иногда это поведение с большим элементом риска. Things like going very fast in a car or a motorcycle. Иногда это, знаете, происходит, когда человек садится за руль машины и набирает скорость очень опасную, высокую, или за руль мотоцикла. Or skydiving. Да, то есть он прыгает с парашютом. Anything that's going to give them that adrenaline surge. Для чего? Для того, чтобы испытать прилив адреналина. Back when they were in combat or when they were in a difficult situation, they had a lot of adrenaline flowing through their lives. Почему? Потому что когда-то, может быть, воюя, находясь на поле битвы, либо в очень стрессовой ситуации, критичной ситуации, они испытывали этот прилив адреналина. И теперь они нуждаются в чем-то подобном. Еще раз. And for many combat soldiers, that was one of the most meaningful times of their life. Вы знаете, для многих воинов, солдат, когда они воевали, вот это время на передовой, им кажется, что это самое важное, самое главное, что произошло в их жизни. And they want to get back to that feeling that they had back in those days. Им хочется вернуться и обрести опять это чувство значения, какого-то значения самих себя в жизни, то есть самоуважение или чувство, что жизнь проходит не зря. So this is complete if you want to take a picture. Еще раз, этот слайд уже мы прошли, если хотите, сфотографируйте. Now these symptoms may begin immediately. Некоторые симптомы могут сразу возникать. Right after the trauma has occurred. После того, как у вас, вы получили травму. Or they may not begin to surface for days, weeks, months, even years later. А некоторые могут появиться позже, через дни, недели, месяцы, позже, гораздо позже. For someone who has experienced trauma, this can dominate them for the rest of their life. Для тех людей, у которых есть эта травма, вот эти симптомы, они могут доминировать, они могут направлять жизнь человека практически вот до конца его дней здесь на земле. They just can't function the same way they used to in the world they used to know. То есть они не могут функционировать нормально, так как они раньше функционировали в том мире, который они знали. So does healing
mean that all these symptoms are now gone? Исцеление, когда мы говорим исцеление, означает ли это, что все симптомы исчезают? No. Конечно, нет. Unfortunately, except in a very few cases, it's not likely that the symptoms are going to totally go away in a person. К сожалению, за весьма-весьма редким исключением, симптомы полностью не исчезают. But their effects can be greatly reduced. Но эффект, последствия от этих симптомов можно уменьшить значительно. So they no longer hinder a person from living his or her life to the fullest. Чтобы эти симптомы уже не мешали жить и наслаждаться жизнью. Memories of the traumatic experience and the toll it has taken on them may be there for the rest of their life. Конечно, память будет иногда вызывать перед глазами какие-то картинки из прошлого, и это может быть до конца уже дней, до конца жизни человека. Now this is the reality of trauma responses. Потому что это и есть та реальность отклика на травму, то, что возникает в результате травмы. And it's just being honest. И мы просто говорим честно об этом. But these symptoms no longer need to be driving the bus. Но эти симптомы не должны, что называется, быть за рулем автобуса нашей жизни. You and the Lord can once again regain control and not allow these things to dominate your life anymore. Господь и вы могут опять взять контроль над вашей жизнью и не позволять травме и симптомам контролировать ее, вести вас, направлять вас. And the fact that these symptoms don't totally go away is actually in many ways a good thing. И вы знаете, тот факт, что эти симптомы полностью не исчезают, на самом деле может быть чем-то хорошим. Because of this, we're never far from remembering what the Lord has saved us from. Потому что мы всегда находимся где-то, знаете, в состоянии осознания того, что Господь сделал для нас, от чего Он нас избавил. And therefore we are motivated to be much more passionate and compassionate for those who are suffering like we have suffered. И это дает дополнительную мотивацию, да, помогать тем, кто испытывает что-то подобное, что мы испытали. То есть мы можем сочувствовать им и помогать им, зная, через что мы прошли. And we have two goals in this conference. Для этой конференции у нас две цели. Number one is to address the trauma that you may have experienced in the past few months. Прежде всего поговорить о травме, которую вы получили на протяжении месяцев войны. And number two, to give you some practical tools that you can use to not only help yourselves, but then to help others as well. Вторая цель – дать некие практические инструменты, некий инструментарий, которые вы могли бы использовать для того, чтобы помочь и себе, и другим. Now, this is how we hope to accomplish these goals during the next couple of days. Каким образом мы будем достигать этих целей? We've been doing. В ближайших нескольких дней. Let's go back one. Previous slide. Yeah, we go back. There we go. This one? Yeah, I didn't let them know to take a picture. Забыл дать вам возможность фотографировать. So, how do we want to get this accomplished? Итак, как мы это сможем достичь, этого всего? Ronella and I have spent the last several years researching the whole idea of war-related trauma. Мы с Ронеллой последние несколько лет работали над темой травм, связанных с войной. And we have written several manuals on that subject that are being used by military ministries all over the U.S. and in 4 countries. Мы написали несколько книг, несколько учебников для людей, особенно из военных, в Америке прежде всего, ну и, конечно, за пределами Америки, которые помогают, эти учебники как раз помогают в работе с людьми, которые получают эту военную травму, получили каким-то образом, приобрели ее. But we really felt like we wanted to put together something specific for the war that's going on in Ukraine right now. Но когда началась война, мы с Ронеллой решили, что нам надо что-то сделать, написать что-то для Украины, для украинцев, которые проходят сейчас вот эти тяжкие испытания войной. So we wrote these 2 books. This one is called Bridges to Healing Ukraine.
Вы написали эти две книги. Первая называется «Мосты до зцілення. Украина». And this one is called Women, War, and Trauma. А это называется «Жінки, війна і травма». So as you can imagine, this one is more directed towards soldiers and those who have been in a combat zone. Вот первая книга, она больше для военных, для тех, кто был там на передовой, был, да, воевал. And this is more for the women, the wives, the mothers, the grandmothers, who have had to endure the war in different ways than the soldiers that we have had. Это больше для женщин, конечно же, это жен, матерей, бабушек, те, кто также испытали на себе войну, эту тяжесть этой войны, но да, другим способом. The principles that we share in these books are a combination of the best practices from the medical and the psychological communities. Что мы здесь, какие принципы? У нас здесь комбинация лучшие практики, информация об этих практиках, которые используются в медицинских учреждениях, психологических тренингах и методах. But mixed with the principles of trauma healing that are right in the Bible. Но и в этой комбинации также мы используем ту информацию, которую мы находим о военной травме, психологической травме в Библии, как Библия описывает это состояние. These principles have been working for centuries. Да, то есть об этих принципах было известно людям, которые читают Писание веками, да, много веков. When we first wrote these books, we wanted them to be able to be used by an individual simply by himself or herself. Когда мы писали эти книги, мы предполагали, что эти книги будут прежде всего для индивидуального пользования. То есть человек возьмет, прочитает и будет применять информацию, которая там заложена, ну, для себя самого. Because we knew it wouldn't be too easy for, let's say, a soldier fighting at the front to get into a regular Bible study to study these things. Потому что мы понимали, что те воины, солдаты, которые воюют, очень сложно сделать так, чтобы создать какую-то малую группу по изучению Писания, чтобы вот в контексте этой малой группы проходить эту книгу не одному, а нескольким человекам. We also knew that a woman who was fleeing the war with her children would not be able to join a regular Bible study consistently. Мы также знаем, что, например, женщина, если она убегает от зоны боевых действий и, может быть, либо переселяется куда-то в своей стране, в Украине, либо как беженец в другой стране, ей сложно будет, если она еще с детьми, тоже быть частью какой-то малой группы, чтобы проходить эту книгу в группе. So we wrote them in a way that a person could go through them just alone by themselves. То есть мы написали обе эти книги так, что человек может взять их, прочитать и применить информацию к себе, испытав Божье действие. But we also realized that the best environment to deal with trauma is in a small group situation. Мы также понимаем, что лучший контекст, в котором человек может получить наибольшую пользу от этих книг, это как раз контекст малой группы. Когда есть группа, есть люди, которые вместе с ним проходят этот материал. And so a lot of what you'll be learning here in this conference is how to lead a small group through these books. Поэтому большая часть материала, достаточно значительная часть материала будет посвящена тому, как взять эту книгу и пройти ее вместе с малой группой. Соответственно, мы видим вас уже лидеров этих малых групп в будущем. And so in order to facilitate that, we want to give each of you 5 of these books to take home with you. Поэтому для того, чтобы помочь вам в этом процессе, мы хотим дать каждому из вас по 5 копий этой книги. 1 for you to keep and 4 for you to use to help others with. То есть одну книгу вы возьмете себе, а 4 вы можете поделиться с кем-то, и эта информация будет дальше работать, проявлять свою эффективность для кого-то еще. So each man take 5. Поэтому каждый из братьев возьмет 5 штук вот этой книги, And each woman take 5 of these. а сестры вы возьмите 5 вот своей книги. We'll probably have a few left over, so if you feel like you need more, we can work that out. Если что-то останется, можете позже подойти, мы раздадим. I'll also be
giving you a way. Что? Can we get 2.5 minutes each? Yes, I think so. Let me see. Yeah. Get 3 of each, however you want to work it. Да, то есть возьмете, потом подойдете, и разные. But so, in order to train you how to take people through these, we want to be able to first help you address your own trauma. Для того, чтобы помочь вам быть когда-то кому-то в помощь, да, в малой группе, мы бы хотели, чтобы сначала эта книга помогла вам, чтобы она как бы адресно коснулась вашей собственной травмы. And so we're going to put you into small groups. Для этого мы разобьем вас на малые группы. And we're going to kind of pretend that you are someone in this group who has experienced trauma and has come to learn how to be healed from that trauma. И вы будете играть роль травмированных людей. Соответственно, лидер группы будет помогать вам, проходя этот материал, для себя взять на себя для того, чтобы эту травму как-то развязать, для того, чтобы выйти из состояния травмированного человека. Now I say we're going to pretend that you are a То trauma есть мы будем sufferer, немного притворяться, как бы, чтобы вы травмированы, да? but in all likelihood, you Но actually на are. самом деле это не притворство, потому что, скорее всего, все мы травмированы этой войной уже. If you've been living in Ukraine for the last couple of years, then in all likelihood, you have some level of trauma. Если вы жили в Украине последние пару лет, особенно последний год, то по всей вероятности вы уже травмированный человек войной. So by doing this, our group leaders will give you a model of how you can take other groups through the material. Таким образом, лидеры малых групп, они будут моделировать ситуацию вашей малой группы в будущем. То есть, когда вы будете лидером малой группы, и таким образом вы будете учиться, как вести малую группу по пути терапии. Now, the men's manual has 8 chapters in it. В книге для братьев, для мужчин, там 8 глав. And the women's manual has 14 chapters in it. В книге для сестер 14 глав. Much thicker, more issues. Да, то есть вы видите, во-первых, толще, и там больше материала. And there truly are more issues that a woman in Ukraine has to deal with. И похоже, что для женщин в Украине действительно доля их такая, что им приходится разные вопросы решать. We won't be able to get through all those chapters during our short time here. Конечно, времени у нас не так много, поэтому пройти все эти главы мы не сможем. We will probably only get through 2, maybe at the most 4 chapters during our time. Возможно, 2, в лучшем случае 4 главы мы пройдем. But we hope these will be the most relevant chapters to you right now. Но мы надеемся, что эти главы, которые мы пройдем, они будут содержать материал, который будет релевантным, очень актуальным для вас, наверное, самым актуальным из всего, что там будет в этих книгах, для вас здесь и сейчас. Plus, by going through these chapters, as I said before, you'll get a good idea of how you can progress beyond that, or how you can use. Let me try this in a way that's actually understandable. By going through it, just those couple of chapters, you'll get an idea of how you can go through all the chapters. Но пройдя эти 2 или там 4 главы, вы будете знать, как можно и остальные еще не пройденные главы пройти. То есть у вас будет представление, как это сделать. Also, all of you should have received a leader's guide when you came. Войдя сюда, вы должны были взять керівництво для лидера группы. The leader's guide will give you good instruction about exactly how to come up with good discussion questions, etc. В этом руководстве вы увидите, да, то есть то, что требуется от вас, как от будущего лидера группы. Там очень много вопросов. Эти вопросы они нужны для того, чтобы генерировать дискуссию, которая также очень важна в малой группе. Also, all of these materials are available online, which you can just read them online, or you can download them to your own device or print them out. Все эти материалы, они доступны онлайн, мы уже скажем об этом. Вы сможете либо читать сразу онлайн, либо загрузить, скачать оттуда всю информацию. And so I'll give you the
ссылку на эти материалы. It's important to understand that there are hundreds of ways that people address post-traumatic stress. Я думаю, что очень важно сейчас понять, что есть сотни разных методов, как помочь человеку, испытавшему посттравматический стресс. And every one of them involves what we call talk therapy. И каждый из этих подходов содержит элемент так называемой talk-терапии, то есть терапию через проговаривание проблемы. See, when a person experiences a traumatic event, our tendency is to want to suppress the memories of that event. Потому что когда человек испытывает какую-то травму, тенденция такова, что человек будет пытаться в этой травме как можно меньше говорить, подавлять эту травму в себе, чтобы о ней никто не знал. We try to stuff those memories down and not think about them anymore. Настолько подавить, чтобы о них никто и не догадался. But eventually, if we don't process the trauma in an important way, the symptoms will begin to push themselves to the surface. Но, к сожалению, если мы не разберемся с травмой должным образом, если мы не процессируем все то, что происходит в нас, потихонечку будут поднимать свою голову всевозможные симптомы. Они будут выходить из всех щелей и напоминать нам об этой травме, которая там жива и действенна в нас. How does one process a traumatic event? Как разобрать все это в себе, травматическое событие в своей жизни? When a person experiences something where they think they're going to die or get seriously injured, когда человек попадает в состояние серьезной опасности, когда его жизни или здоровью угрожает опасность, когда он понимает, что он может умереть, либо лишиться здоровья, лишиться части тела своего. God gives us the ability to temporarily suppress our normal responses to that danger. Господь дает нам возможность временным образом, то есть не короткое время, подавить наши отклики, нашу реакцию на вот то, что может произойти с нами. We have the ability to suppress our normal emotional reactions and the analysis that we maybe would like to give to that У нас возникает способность подавить нашу эмоциональную реакцию, нашу способность анализировать до конца, от и до, что происходит с нами. And instead focus on the threat so that we can stay alive. Вместо этого мы фокусируемся на опасности для того, чтобы просто остаться в живых. But the idea is that once this threat has passed, we need to allow those emotions and those analytical thoughts to come to the fore and work through them. Но после того, как опасность миновала, мы должны вернуться и проанализировать. То есть мы должны использовать весь тот багаж, который дан нам от Бога, аналитический багаж, для того, чтобы разобраться, что же произошло, как это было. We don't want to leave them stuck in the past, those responses. Мы не хотим взять, собрать все это и оставить где-то там в прошлом и постараться забыть об этом. We want to bring them into the present. Мы хотим, чтобы мы должны, чтобы вернуть все это в настоящее, поставить перед собой. So that they're not going to ruin our future. С тем, чтобы наше будущее было в относительной безопасности, чтобы мы не разрушили всю жизнь. In an ideal situation, we should do this debriefing within 72 hours of the trauma. Вы знаете, в идеальной ситуации вот это возвращение, анализ, раскладывание по полочкам, все это должно произойти в течение 72 часов после травмы, после травматического события. In fact, a lot of police departments and fire departments in the USA have a specific policy about this. В пожарных частях и полицейских частях Америки у них даже есть целое, скажем, руководство, как это делать. If you are in a shooting incident or if there has been a death while you're fighting the fire, если вы попали в ситуацию, когда стрельба происходит, кто-то погибает, либо, например, пожар, и там есть какие-то жертвы этого пожара. it's a requirement you come and see somebody who has been trained
to help you to talk about what you just experienced. Вы должны пройти, встретиться со специалистом, который поможет вам проговорить то, что вы испытали, что вы видели, что вы слышали, для того, чтобы оставить по-настоящему, да, вот это событие там где-то в прошлом, чтобы оно потом не угнетало вас, не превратилось в травму. But many people don't have access to a trained psychologist, for instance, while they're on the front. Но многие люди, особенно военные, когда они воюют, у них нет доступа к подготовленному психологу. You don't actually have to have a PhD in order to facilitate somebody debriefing their trauma. Для того, чтобы общаться и помочь людям в этой ситуации, не обязательно иметь степени доктора психологических наук. We have a son who was an army infantryman over in Afghanistan for 2 tours. У нас есть сын, который служил 2 таких периода времени в Афганистане и пехотинец. And he and his platoon, their job was to basically go out where they knew the enemy was, to walk around and receive their fire so they would know where they were. То есть их задача стояла даже окружить врага, то есть подойти с другой стороны, это типа как разведка, и чтобы вызвать огонь на себя, и затем удалиться, и таким образом артиллерия знала бы, куда бить. How do you think that would affect you to know that each time you went outside of the wire, you were hoping that somebody would ambush you? То есть представьте себе, как вы бы себя чувствовали, зная, выходя на такие операции, да, что вы должны будете вызвать, да, огонь на себя, вы должны были расшевелить, что называется, врага, для того, чтобы он начал операцию против вас, и таким образом, да, можно было бы уже ударить большей частью уже по врагу. They were ambushed many times. То есть они часто попадали в ситуацию такой засады. One day he said they were ambushed 7 times in one day. Один раз, 7 раз это с ними случилось, представьте себе. After the 7th one, they just shuffled back to their encampment, hardly even putting forth the effort to shoot back. То есть после 7-го раза он говорит, что они возвращались уже обратно в часть, говорит, они даже уже не поворачивались особо отстреливаться, говорит, просто шли уже. They were so exhausted physically, Потому что они физически были настолько истощены, ментально, физически, психологически, они просто были очень-очень истощены. But David came back not very strongly affected by post-traumatic stress. Но Дэвид, он вернулся обратно с войны, из Афганистана, и вы знаете, он не был, вот его посттравматический стресс не настолько сильно заделан, то есть мы заметили, что он в целом себя более-менее нормально чувствовал. He told us that when he and his men would get back from these tours out in the enemy territory, they would all sit around and talk about what happened. Почему? Он говорит, потому что каждый раз, возвращаясь с территории врага, после таких вот туров, да, как они это называли, почему они обговаривали то, что произошло. They would talk about the fear that they felt. То есть они говорили честно о страхе, который они испытывали. They would talk about how I just froze for a few seconds and I'm not sure that it's a miracle that I lived. Некоторые говорили честно, да, что я просто не мог, я был как бы остолбенел на несколько секунд, я не знал, что делать, и вообще чудо, что я остался живой. They would honor each other by saying, I saw what you did and I can't believe that you were so brave to do that. То есть они друг друга таким образом отмечали храбрость один другого. Да, я видел, что ты сделал в этой ситуации, слушай, ты молодец. So they were talking about their trauma within just 6 or 8 hours after it happened. То есть после того, как это произошло, вот это травматическое событие, через 6 или 8 часов они уже проговаривали то, что произошло, весь цикл произошедшего. And that was a very good practice to employ out there. И это была очень хорошая практика, и ее следовало применять многим, да, вот военным. But so many people in Ukraine have experienced trauma after trauma after trauma and have never had a place to talk about it. Но столько людей, особенно солдат, воинов в Украине, испытывают, да, травму за травмой, и у них нет шанса, нет возможности обговорить
так сказать, выразить, что произошло, хоть хотя бы кому-то. But we can still provide a place where they can talk about it and then heal with God's help from their trauma. И вот малая группа или такой вот ваш маленький коллектив, маленькая команда, которую вы соберете, это как раз то место, где люди могут проговаривать, где они могут рассказать о том, что произошло. And so as hard as it is, what needs to happen is for the trauma sufferer to remember what they did, what happened, and talk about it. И, конечно, несмотря на то, что это очень сложно, очень неприятно, очень болезненно вспоминать, что произошло, но это надо. Необходимо, чтобы пострадавший, травмированный, он вспомнил, рассказал и, да, вот как бы пережил еще раз. It's like when you get a wound in your hand and you cover it up with all kinds of bandages. То есть представьте себе, у вас рана, да, например, на руке, да, и вы просто берете и закрываете эту рану бинтами. And that may be good initially to keep infection from getting in. Возможно, на начальном этапе это хорошо, чтобы инфекция не попала, прикрыть эту рану чем-то. But if that wound isn't exposed to fresh air and to light, then it's never going to completely heal. Но если эта рана не открыта, да, свету, теплу, свежему воздуху и так далее, то ей сложно будет эта ране зажить. Она будет все время там постепенно, да, напоминать о себе. And so the whole reason behind the whole goal of these books is to give them a place where they can talk about the trauma that they have experienced. Цель вот этих книг как раз состоит в том, чтобы дать возможность людям поговорить, пообщаться, рассказать, открыть душу. And it also gives you the leader's guide to better equip you to actually do that. И, конечно же, вместе с этими книгами у вас будет руководство. Это руководство для вас лично, это не для всей группы. Это руководство для того, чтобы вы могли лучшим образом подготовиться для встреч или ко встречам с этими людьми. Now, unfortunately, we haven't completely finished the leader's guide for the women's book yet. Мы, к сожалению, не закончили руководство для книги «Жінки, війна и травма», то есть для женщин. But we have included the leader's guide for 6 of the chapters in the leader's guide for the women. Там только 6 глав в руководстве для лидера группы, женской группы. 6 глав мы рассказали, да, о том, как вести группу по 6 главам. And these 6 are very important chapters, so that if you are trained in how to lead somebody through these chapters, these are 6 pretty good ones. Это очень важные главы. Мне кажется, если вы будете вести женскую команду, то пройдя даже эти главы, вы сможете очень много узнать и пройти. When we get back to the U.S., that's one of our top priorities is to finish the women's. Когда мы вернемся в Америку обратно, наша задача, очень первостепенная такая задача, завершить руководство для лидеров женской группы по всем главам, чтобы вы могли скачать с нашего сайта. Later in the conference, we'll be sharing some more specific tips on how you can lead a small group through these books. В продолжении конференции мы с вами будем давать вам такие советы по частностям этих книг, для того, чтобы вы могли наилучшим образом вести свои малые группы, чтобы вы были хорошим лидером малой группы. Just to finish our time here today, Но в заключение нашей первой сессии there are millions of traumatized people in Ukraine today. хочу сказать, что сейчас в Украине миллионы травмированных людей. The best and only hope for them to experience healing is going to be found in the Lord Jesus Christ. Самое лучшее, самое совершенное, я бы сказал, самое из надежд для исцеления, это находится только в Иисусе Христе, для всех этих людей. Yeah. During our 4 weeks here in Ukraine, we will be speaking at 5 conferences involving maybe 225 people. То есть в течение 4 недель, когда мы будем здесь находиться в Украине, мы проведем 5 конференций, примерно 250 плюс-минус людей. And we're hoping that each person that attends these conferences will go out and help other people to understand these principles. Мы еще надеемся, что большинство людей, которые посетят наши конференции, они также будут потом дальше проводить занятия с малыми группами, будут
нести этот материал массово, нести другим людям. And those people will be trained to go out and get still more. А те люди, в свою очередь, пойдут и будут также поступать по отношению к другим людям. It's called the multiplication principle. Это принцип умножения. It's only this way that we're going to reach those millions of people. Только таким образом можно работать не с отдельными людьми, а с миллионами, то есть со всем обществом. And as people turn their vision towards God for healing, they're also going to be connecting with Him for eternity. И вы знаете, когда человек поворачивается лицом к Богу в поисках исцеления, он поворачивается лицом к Богу и в поисках спасения, в поисках решения своей вечной участи. My computer was thinking. As As I mentioned before, the Lord is near the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Я уже говорил, да, мы цитировали этот псалом: Господь близко до разбитых сердцем и рятует их, кто расчавленный духом. May the Lord use this verse to become a reality in your body, soul, and spirit for the purpose of healing. Пусть Господь использует истину этого стиха, чтобы она стала реальностью для вас, когда вы будете помогать людям, расчавленных духом. And may the Lord help you to facilitate this healing onto others as well. И пусть Господь поможет вам, чтобы вы были агентами исцеления для кого-то, чтобы несли это исцеление другим людям. Why don't we all stand and close in prayer? Давайте сейчас завершим нашу первую сессию молитвы. Father, thank you for involving us in the ministry of helping those who have been wounded so badly by this war. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты привлекаешь нас к тому, чтобы помогать другим людям, травмированным этой войной. I know that in this room there are many people who have been severely harmed by this trauma. Господи, я знаю, что в этой комнате есть люди, которые уже испытали серьезную травму от этой войны. Lord, I pray that over the next 3 days there will be great healing taking part here. Господи, я молюсь, чтобы в продолжении следующих нескольких дней здесь произошло исцеление от Тебя, великое исцеление. We ask that your Spirit would do the healing. Господи, мы просим, чтобы Дух Твой Святой делал это исцеление, эту работу исцеляющую. We look to you to do the healing because we know it's not going to come from any other place. Господи, мы обращаемся к Тебе за исцелением, потому что мы понимаем, что настоящее исцеление приходит только от Тебя. Lord, increase our faith. Господи, увеличь нашу веру. Help us to see your hand at work in each one of our lives. Господи, помоги нам видеть руку Твою, которая действует в жизни каждого из нас. We ask this in Jesus' name. Во имя Иисуса молимся Тебя об этом. Amen. Аминь.